У каждого из нас есть родители. Или, по крайней мере, были. Мы сегодня разбираем фильм «Отец». Мы посмотрим, все ли так в этом кино, все ли соответствует основам неврологии и психиатрии, или что-то авторы приукрасили. Она мне только что звонила. Ну и о чем это говорит? Нельзя с людьми так обращаться. Но это же моя квартира. Это потрясающе. Ты врываешься ко мне. Я не знаю, что это за женщина. Я ни о чем не просил. Она тебе помогала. Энтони Хопкинс играет, совершенно талантливо играет человека, страдающего деменцией в результате тяжелой болезни Альцгеймера. Это уже поздняя стадия неврологического заболевания, когда человек не просто теряет память, он теряет связь с действительностью. И вроде бы он говорит абсолютно адекватно, четкая речь, выглядит прилично, есть диалог, который абсолютно связан, органично переплетается с тем, что мне не нужна никакая помощь, что ты с чего ты взяла, я в своей квартире нахожусь. Но вот это внешнее состояние нормального человека очень обманчиво. Особенно для пациентов с болезнью Альцгеймера. В нашей практике мы очень часто видим, что пациент выглядит очень хорошо, как Энтони Хопкинс, разговаривает вроде абсолютно адекватно, но у него тяжелая деменция. И в последующих отрывках мы увидим, как авторы этого кино талантливо раскрывают проблему деменции и болезни Альцгеймера. Значит, уезжаешь? Когда? То есть кому? Он живет в Париже. А, Поэтому мне надо переехать. куда, в Париж? Вы увидите, как меняются причудливо кадры и меняются персонажи, кроме Энтони Хопкинса. Он разговаривает с дочерью о ее грядущей поездке. Но дочь ли это его или нет? Едет ли она в Париж или нет? Это большой вопрос. Потому что при болезни Альцгеймера очень часто появляются псевдореминисценции, ложные воспоминания, а то и галлюцинации, которые мы с вами увидим в следующих отрывках. Вы кто такой? Откуда вы взялись? Что делаете в моей квартире? Я живу здесь. Ты знаешь Энн? Я ее муж. А как давно? Скоро будет 10 лет. Энтони Хопкинс, вернее, его персонаж, искренне недоумевает, что это за человек. Он потерял память или же он видит несуществующего в реалиях человека, то бишь у него развивается галлюцинация. Вот какой вопрос. Подчеркну, что здесь мы видим позднюю стадию болезни Альцгеймера, когда у человека появляются эти галлюцинации. Либо он слышит какие-то голоса, либо видит несуществующих людей. И многих родственников это убивает в прямом смысле. Близкий им человек, папа или мама, которого они помнят так хорошо еще с детства, яркий, интересный, красивый и умный, вдруг превращается в некую личность, которая говорит, что попало, и рассказывает о том, что сейчас не существует. В раннем периоде может просто легкая забывчивость появиться, рассеянность, может быть агрессия. А вот здесь мы видим уже раскрытую, развернутую стадию этой тяжелой болезни. Что-то не так? Что за ерунда? В каком смысле? Где Энн? Я здесь. Я просто ходила в магазин и вернулась. Все ясно. В предыдущих эпизодах вы видели, что Энн, дочь персонажа Энтони Хопкинса, выглядит совсем иначе. А здесь он не узнает дочь. И возникает перед нами, зрителями, вопрос, а где галлюцинация? В первом эпизоде или в этом эпизоде? И может произойти именно так, что буквально раз, и человек вышел из дома, вернулся, а больной забыл о нем. Есть потери кратковременной памяти. Ну, словно, когда вы идете по песку, по берегу моря, а следы за вами волна очень быстро начинает убирать. И очень часто многие родственники говорят, мы беседуем с нашим папой, мамой, дедушкой, и он снова возвращается к тому же разговору, к той же теме разговора, к той же проблеме, и говорит снова и снова в течение часа об одном и том же. Энтони Хопкинс талантливо показывает, что пациент пытается то ли примириться с ложной реальностью, а ложная ли это реальность или правда
ему уже не разобраться. Мозг его поражен тяжелой болезнью. И в этой ситуации на протяжении всего фильма мы видим эту борьбу сознания, подсознания, реального мира и ирреального мира в образе Энтони Хопкинса. Я был один в квартире, и тут какой-то шум. Я пришел и увидел твоего мужа. Какого мужа? Твой муж? У меня нет мужа. Что, прости? Но я развелась 5 с лишним лет назад, ты же помнишь? Ты же помнишь, ключевая фраза дочери. Многих из моих пациентов, вернее, из их родственников, приводит в отчаяние, что их близкие, любимые родители или родитель забывают лицо, имя дочери, сына, внука, забывают яркие моменты жизни, совместной жизни, и от этого им очень горько. Поймите, пожалуйста, что это признаки болезни, а не просто причудливость поведения человека. Я квартиру не отдам! Но это не ваша квартира, Энтони. Это же моя квартира. Не так ли? Знаю. Нет, ты не представляешь, как бывает тяжело с ним. На днях он меня вообще не узнал. Авторы фильма показывают еще одну проблему взаимоотношения родственников с болеющим человеком. Вот смотрите, он вроде ходит по квартире, посвистывает, напевает, у него все работает, руки, ноги, речь нормальная, а он тяжело болен, его одного нельзя оставить. И еще одна очень важная составляющая. Посмотрите, как он агрессивно говорит о квартире. Я часто слышу вот эти диалоги, вернее, родственники пациентов рассказывают с отчаянием о том, что их папа и мама обвиняют их в корысти. И говорят, что вот сейчас они отнимут у меня квартиру, хотя сын или дочь эту квартиру и купили с этим родителям. Но возникает страх, боязнь потерять. Ну, что больше всего боится потерять человек? Кров над своей головой. И возникает еще один компонент – агрессия, который мы, кстати, чуть позже увидим в следующих отрывках из этого фильма. Агрессия пациента по отношению к миру и к своим близким. В этом фильме очень хорошо показано переплетение ложных воспоминаний, ложного мира, в котором живет человек, реального мира, наложение одного мира на другой, одних представлений на других. И вот так получается, что человек давным-давно живет в квартире дочери, но у него отношение к ней, к этой квартире, как будто к собственному жилью. И его сознание начинает отторгать реальность происходящего. Он живет, начинает жить в собственном вымышленном мире. А я танцевал. Да? Да. Пап, Что? ты был инженером. А тебе откуда знать? Очень часто родственников пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, сбивает с толку, что вдруг их близкие начинают что-то вспоминать, реально вспоминает, либо ведет себя очень адекватно, хорошо, он весел, как вот в этом эпизоде, он шутит. Но вот эти перепады настроения тоже очень характерны для болезни Альцгеймера. От тяжелой агрессии до безудержной веселости. И Энтони Хопкинс здорово это показывает в просмотренном нами эпизоде. И я полагаю, что она упечет меня куда-то. Это эффективный способ завладеть моей квартирой. Я не отдам тебе эту квартиру. А еще я тебя переживу. Назревает, разворачивается этот внешний и внутренний конфликт между ними. Это очень характерно для взаимоотношений родственников пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Ведь недаром за рубежом родственникам пациентов, страдающих тяжелой стадией болезни Альцгеймера, дают отпуск. Вы не ослышались. Не потому, что они больны, а потому, что их родственник болен. Выдерживать подобный психологический прессинг в течение длительного времени очень тяжело любому человеку. Ну? Что? Что? Дочь удушила собственного отца? Нет. Она представила это, потому что ее действительно допекло.
и вновь возвращается к обычной жизни. Могу я задать вам вопрос? Сколько еще ты намерен тут торчать и выносить всем мозг? Родственники страдающего пациента от болезни Альцгеймера не могут жить обыденно. Вся их жизнь, все их время подчинено, ну если не постоянному уходу за их больным родственником, то контролю за ним. И в конечном итоге уже контроль осуществляется, если так можно сказать в кавычках, контроль осуществляет болезнь, она давлеет над ними, она управляет всей жизнью окружающих. Вы сейчас живете с дочерью? Да, пока она не уехала в Париж. Я остаюсь в Лондоне. Она забыла. У тебя начинается склероз. Я бы поговорил с доктором об этом. Я очень часто вижу подобную ситуацию на приеме. Приходит родственник пациента, сидит сам пациент, прилично одетый, так же как персонаж Энтони Хопкинса, хороший костюм, хороший галстук, здраво разговаривает, очень внятно, и врачу вроде понятно объясняет про дочь, которую бы надо полечить уже, он так, знаете, тоже ее немножко принижает, да, у тебя склероз, говорит о Париже, и здесь мы видим еще одну, что называется, цепь событий, которая в мозге больного человека зациклилась. Ты едешь в Париж, ты не едешь в Париж. То есть есть часы, есть квартира, есть вопрос Парижа. И в очередной раз мы видим еще одну как бы плоскость в воображении, в сознании пациента, страдающего болезнью Альцгеймера. Доктор знает, что говорит. Придет момент, и как бы она ни была хороша, он болен, Энн. Ты чего там стоишь? Иди сюда. Придет момент, просто как бы она ни была хороша, он болен, Энн. Иди, пап. Проходи, садись. А что же делать дальше? Оставлять эту ситуацию в застывшем состоянии нельзя. Доктор уже рекомендует подумать над тем, что от сиделки надо перейти более к решительным шагам. Нужен пансионат, нужно какое-то место, где пациент будет находиться под круглосуточным наблюдением. И для очень многих родственников пациентов с деменцией это тяжелый выбор. Но он приходит, и в этом эпизоде очень хорошо показано, как с отчаянием муж дочери персонажа Энтони Хопкинса говорит об этом. Надо принимать решение. Он болен, пойми, пожалуйста. Родственникам придется делать определенный выбор. Не потому, что они плохие, и они изгоняют из этой квартиры больного человека. Скорее, это благо для всех. И для родственников, и для самого пациента. Но в этом эпизоде, будьте внимательны, был очень важный и очень интересный прием, который использовали кинематографисты. Энтони Хопкинс, вернее его персонаж, проживает один и тот же эпизод дважды. Подобным образом усиливается наше восприятие трагизма ситуации, что человек действительно тяжело болен. Его мозг очень сильно поражен необратимым процессом нейродегенерации, который возникает при болезни Альцгеймера. Ты намерен и дальше портить дочери жизнь? Стой! Хватит! Папа, что такое? Что, уже 8 вечера? Только что было утро. Я недавно встал, смотри. В этом довольно тяжелом эпизоде показана классическая галлюцинация. Появляется два человека, двое мужчин. На самом деле, конечно, его никто не избивал. И это то, что часто мы видим и слышим от родственников пациента, когда больной искренне рассказывает о каком-то физическом воздействии или каком-то явлении, которое с ним произошло сейчас. Второе очень важное явление, признак, симптом — потеря времени. Это очень характерно для поздних стадий болезни Альцгеймера, когда человек теряет ощущение пространства и времени. То ли утро, то ли день, то ли вечер. И он плачет. И разрывает таким образом сердце своей дочери. Очень похоже на отель, правда? Все жильцы так говорят. Думаю, что тебе будет лучше здесь. Где? Здесь. По-моему, здесь будет спокойнее и приятнее для тебя.
раз мы с тобой вместе решили, что ты переедешь сюда. Пациент оказывается в хосписе, специализированном учреждении, где за ним будут круглосуточно наблюдать. Я обращаю ваше внимание, с какой деликатностью показан момент перехода из квартиры в медицинское учреждение. И кинематографисты явно демонстрируют искреннюю любовь близкого человека к своему отцу. Она не просто вышвырнула его на улицу и не вышвырнула в какую-то богадельню. Она старается сделать так, чтобы ее близкому было хорошо. Но персонаж Энтони Хопкинса и вот эта фраза его «Где я нахожусь?» — это еще один яркий симптом, который, может быть, ускользнул от вашего внимания, но симптом потери времени и пространства. Все хорошо? Этот который... Кто он? Это Билл. Вы видитесь каждый день. Правда? А вы? Что? Простите за вопрос. А вы-то сами... Кто вы? Кто вы? Кто он? Ускользание памяти. Она, как шагреневая кожа, все съеживается и съеживается до невообразимо коротких пределов. Он не узнает врача, который заходит к нему каждый день на обход. Он не знает сиделку. Он видит во враче того самого недруга, псевдомужа своей дочери. И это еще один яркий пример классической псевдореминисценции, ложного воспоминания, наряду с укорачивающейся, съеживающейся кратковременной памятью. Причем очень часто мне говорят родственники пациентов: а наш дедушка, бабушка, папа, мама прекрасно себя чувствуют. Они ведь помнят времена комсомола, пионерии, своей работы, вспоминают алгебру, профессиональную деятельность. Да, но они могут забыть имя, образ и даже сам факт прихода врача, который делает это каждый день, как и в этом эпизоде. Ну все, тихонько. Тихонько. Все будет хорошо через минутку, я обещаю. Все будет хорошо. В итоге кинематографисты показывают, что терпение, терпимость, если не помогает выздороветь человеку, то, по крайней мере, помочь ему. Мы не всегда можем вылечить человека, но это не значит, что мы не должны помогать ему. И это касается в том числе и болезни Альцгеймера. Берегите себя, своих близких и помните о ваших родителях.